Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и всеми событиями. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас в этом исключительно политически жарком, но можно сказать, в конце, либо второй половине августа 2025 года вас и вашу любознательную аудиторию, которые приготовили уже ручки, блокнотики и готовы записки и придирки нам устраивать и отвечать на вашу викторину, или как это называется, но там опрос, что называется. Ну, знаете, как викторина, опрос, тут самый главный вопрос. Так к чему все идет? Значит, потрясающая была вчера история. Значит, Зеленский приезжает к Трампу. Ни о чем, по большому счету. Из ответов на вопросы, из галдежа журналистов мы узнали, что, значит, Трамп не будет помогать Украине. Ну, то есть, это война Байдена. В НАТО нет никаких перспектив, но все максимально обтекаемо. И после закрытая встреча. Длилась там около 30 минут или около часа. Там сейчас разница гуляет, в общем, этот тайминг. Из этой встречи мы увидели, что Зеленский и Трамп что-то рассматривали на карте, которую заблаговременно приготовили, карте Украины, да, боевых действий, сколько процентов, какая область занимается Российской Федерацией. Ну, а потом встреча с лидерами. Ну, встреча с лидерами, наверное, отдельно поговорим. Ибо кажется, что уже последовала реакция со стороны Российской Федерации сегодня. Да? Медведев проснулся, говорит, Европу прогнули, и Европа прогнулась. Несмотря на то, что хорохорится Мерц и Макрон, говорит, что вот, сильная армия, гарантии безопасности, Путин побоится встречаться. Но, судя по всему, Европа продемонстрировала свою несубъектность. Как вы оцениваете вчерашний день и действительно ли следующий шаг, вот он прям такой очевидный, это встреча Зеленского и Путина, то ли с Трампом, то ли без, и тогда уже окончание войны? Знаете, я сначала, первый раз, когда это посмотрел, смотрел уже 3 раза, если не 4. Потому что я специально записал встречу с так называемым 7 лидерами, и со Зеленским отдельно, с болгарскими, с русскими субтитрами, которые там автоматически YouTube предлагает, для того, чтобы вывесить на свои каналы в свободном доступе, для того, чтобы люди смогли, те, которые не знают английский, не мучаться, либо не слушать дубляжный перевод такой официальный, который, естественно, имеет некоторые там нюансы, можно это и так сказать. Да, гугловский перевод тоже там не без огрехов, но, по крайней мере, можно сказать, что он не старался сглаживать острые углы, либо что-нибудь другое там рассказывать. И я это выложу. Первый раз, когда я это услышал, у меня было ощущение такой безвкусной похлебки, какая-то будка такая, непонятная, все там стелятся, все там увиливаются, это пытаются подлизываться, пытаются понравиться Трампу. 60% их речи – это благодарности, с благодарностью из верховной благодарности, которой мы очень вам благодарны, потому что, не понимаете даже, как мы сильно вам благодарны, из-за гостеприимства, из-за ваше великое лидерство, из-за ваше... слушайте, я в советских времен такое не припоминаю. Там тоже были мастера подлизывания, бюрократы и кандидаты, и вообще-то другие там энтузиасты и амбициозные ребята еще те. Такого я не видел. Это было, можно сразу диабета подхватить в середине от этой слащавости и дальше сидеть на инсулине до конца своей политической и другой биологической жизни. Но убираем всю эту эмоцию, лирику в сторону, потому что это первый раз, а потом я вам сказал и второй, и третий раз, частично даже и четвертый. Внимательно слушаем. Вы хотите сейчас первый вопрос фокусировать на то, что с Зеленским. Во-первых, Зеленский все-таки немножко поменял свой дресс-код. Во-вторых, Зеленский сильно поменял свое поведение. В-третьих, Зеленский добавил турбослащавость и, как это сказать, всеобъемлющее согласие со всем, что Трамп скажет, не сказал, либо даже просто подумал. И когда Трамп его спросил, слушайте, а у вас там что-то с выборами? Да, будут выборы, потому что в этом году мы постоянно с вами повторяем, будут выборы. Зеленский раньше упирался, нельзя, военное положение, война, вы должны понять. Не, в этот раз согласился.
Кроме того, Трамп его спрашивает, а вы там на трилатеральной, то бишь на встречу на троих, то бишь Путин, Зеленский и Трамп, это самое готовы? Ну, конечно, я за мир, я за все такое. Раньше этого не было. Раньше он как? Он не рукопожатный, Путин с маленькой буковкой, Россия с маленькой буковкой. Слово «расизм» вводим в вокабуляре, то бишь в словарном запасе, что называется, Академии науки имени Шевченко для обязательного использования и всякие другие такие причудности и прекрасности напридумывали за эти 3,5 года. Теперь врубаем заднюю и ручную такой, тормоза вообще-то врубаем на все. И все преображение кульбиты, только не Господни, и в воздухе, и переобувание. Он же мастер. И ему не привыкать. Он на это сыграл не один классный сериал, в том числе и тот, который сделал его президентом президентской кампании, который «Слуга народа», по-моему, там называется. Поэтому Зеленский, убирая в сторону все это там благодарственность и подлизывание Трампу за все. Кстати, карта ждала его в овальном кабинете. Я уверен, что эта карта уже имеет тяжелое символическое значение. Это не просто так прикол. Это именно символ, который Зеленский сказал, а можно я заберу? Забирай, естественно. Именно по этой карте мы будем и все обсуждать. Если ты не знаешь, как это будет, забирай. У меня другие карты найдутся. Это я уже от себя. Забирай. Тебе же надо знать, что нужно подписывать, от чего надо отказываться. Забирай. И вот эта встреча, которая была 24, там с ответами на журналистах около 28 минут, там тоже немножко там приколы, там нормально там все было, как вы готовы ввести какие-то американские вооруженные силы на территорию Украины? Заметьте, что Трамп очень аккуратно этот вопрос обходил в сторону, потому что я вам сразу сейчас могу сказать и дерзну даже предположить, не прогнозировать, а предположить, что американские вооруженные силы, что в виде ЧВК, что в виде даже с американскими шевронами, будут там после того, как будет прекращение огня, прекращение военного положения, проведение выборы и потом новая Рада, новый президент, ратификации, когда американские компании придут туда разведывать, логистику устраивать, инфраструктуру, добывать, там американские бойцы будут. И Трамп это прекрасно знает. Это входит, что называется, в технологию усвоения таких недр. И поэтому он на этот вопрос сейчас не ответил, потому что его тоже там ждут. Слушай, красную ковровую дорожку Путину, а Зеленскому просто так около Белого дома встречать без красной. Вот европейским лидерам красная была, а вот Зеленскому не было. Там символы и знаки, наверное, все уже перетерли, поэтому мы с вами даже сейчас, по крайней мере, я не буду это обсуждать. Если вы хотите кое-что там уточнить, либо обсудить, то да, я на это сейчас заикаться не буду. Их было достаточно много, которые четко указывали на то, что буквально Трамп вызвал всех этих 7 плюс 1 на ковер в овальном кабинете для инструктажа. Публичную часть, которую мы смотрели, естественно, имела практически специально опустошенный, такой звукошумный характер, который мы видели одни благодарности, одни вообще-то прекрасности. Бабочки там летели, эльфы и другие там нимфы там тоже отмечались. А существенная часть это либо до, либо после этого. Я подозревал, что после этого. Потому что в этих там благодарностях у каждого чувствовалось какой-то эмоциональная нервозность, преднапряг не из-за того, что он должен сейчас это глаголить, а от предвкушения, что будет после этого. Потому что они понимали, что потом будут решать именно эти болезненные вопросы. Можно строить из себя великого вояка, можно строить из себя коалицию желающих, можно говорить о 64 тысячи, понимаете ли, бойцов на территории Украины, из этих там 6 плюс 1 стран. Великобритания 30 тысяч не могла набрать, а остальные 6 стран 34 тысячи не могли вообще набрать и полностью от этого отказались. Это о многом о чем говорит. Поэтому сейчас они, когда, грубо говоря, расписались и стало понятно, что они не годятся, как бы ни сидели там, музыка там у них не получается. Там бременские музыканты, если кто-то там вспоминает, если кто-то не забыл. Я думаю, что Зеленский сейчас главная его тревога – это тревога о его личном физическом существовании, то есть угроза жизни не со стороны Америки, британцев и агентуры, там, которые там есть. Но она тоже имеет какое-то некоторое служебное, скажем так, обязательство излучать такие
и импульсы, что называется. Главная его тревога с этими там западенцами, которые выползли из берлогу ООН-УПА, радикалами, которые, если он сделает шаг назад и что-то такое подпишет, это они его прихлопнут. То есть ему тогда нужно думать о какой-то своей безопасности. Я думаю, что у него в кармане есть, наверное, карта отчаяния, козырная карта отчаяния под названием «Отставка в последний момент», для того, чтобы сказать, я уже уж на это не готов и не могу, Украину я не предам, ни 1 квадратный метр Украины ни за что, никогда я с этим не смирюсь. Поэтому, видите, я здесь продолжаю держать вот эту твердую линию, что называется первый азовец, до того, как первый азовец, что появился. Там Прокопенко там у меня за спиной, причем далеко, что называется, я его опережаю. И, ребята, я не могу больше держать рубеж над этими внешними так называемыми партнерами. Мы за Украину до последнего украинца до последнего там украинского там собаки, кошки и всего остального. Так что те, которые со мной, давайте, видите, я все-таки из наших, из ваших. Потому что они, я уверен, я имею в виду британцы и другие служебные охранители, которые его охраняют, которые вот там типа должны оборонять от любви всенародной, там в Киевщине и везде, где он там бывает, не в состоянии сберечь его от именно таких радикалов, которые с удовольствием, вернее, не с удовольствием, а с остервенением его пришлепнут даже путем, ну, наверное, самосуицидного такого, как эти исламские террористы, тоже такие фанатики, готовые взрывать вместе с машиной там позиции врага. Это единственная его физическая угроза. На все остальное он уже согласился. Не согласится, все равно согласится. Даже если он согласится, не согласится или не согласится, согласится, все равно по-любому будет стелиться, и от него он буквально улетучивается на глазах. Он буквально становится блеклым, прозрачным, он становится нематериальным в политическом смысле этого слова. Ну, я думаю, что не стоит загадывать уже никакие сроки, потому что техническое исполнение всех этих вещей, которые они, наверное, вчера, в тот же самый день обсуждали, потом все разлетелись, и Трамп что им говорил вот этим, а я от вас потом жду доклады, репорты. Вы сейчас улетаете после этого, как мы здесь все решим, а потом я от вас жду репорты. Он это сказал благостно, учтиво, ну, скажем так, бон-тон, что называется, соблюдал, но смысл слов был, я от вас жду репорты, ребята. Я от вас Пламенно, репорты репортами, давайте все-таки о ключевом. Значит, встречу с лидерами европейскими прервали, и Трамп якобы пошел звонить Путину. Почему якобы? Да, правильно. Это очень важный момент. Почему якобы? Сначала это казалось как какой-то вброс. Ну, Бильд, там журналист чего-то написал. Но с утра уже сообщили со стороны Кремля официально, разговор длился 40 минут. То есть, как это вот мы представляем? Это была глубокая ночь по нашему часовому поясу. Они сидели, они 40 минут сидели. Трамп говорил с Путиным, потом он вышел, ну и встреча закончилась. И после этого началась вот эта вот очень интересная движуха о встрече Путина и Зеленского. Значит, сегодня уже Рубио говорит о том, что Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас работают над тем, чтобы организовать для них такую встречу. Чтобы, конечно, это беспрецедентно. Если все пройдет хорошо, то, надеюсь, следующая встреча будет встречей президента Путина, Трампа и Зеленского, где мы рассчитываем финализировать сделку, цитирую я Рубио. Это обсуждалось сегодня, как дойти до этой точки, но уже сам факт, что Путин говорит «хорошо, я встречусь с Зеленским», это большое дело. Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями, я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением, но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, это важно. Чуть раньше Зеленский говорил о том, что Путин как бы сам предложил сначала с ним встретиться, а потом встретиться на троих. Публично пока на момент нашего разговора Кремль не реагирует насчет встречи, ну официально имеется в виду, но повисает вопрос в воздухе. Мы очень многие вещи видели, как перемалывает вот эта переговорная и вот эта событийная машина. Очень многие вещи. Ну вот помните условия? Сначала прекращение огня, а потом все остальное. Где оно? Его нет. Все говорят о мирных соглашениях. Рубио говорит, гарантии безопасности. Окей, после подписания мирного договора, мирных соглашений, будут некие гарантии безопасности.
Те настроены подписать мирное соглашение. Но Рубио говорит, встреча, но она может быть и без мирного соглашения. Что вы думаете о встрече и формате встречи Путина и Зеленского? Двусторонняя, трехсторонняя. Не знаю, там Венгрию Рейтерс сегодня называл, Макрон за Женеву. То есть вообще это возможно, встреча? И главный-то вопрос, если это не подписание мирных соглашений, то зачем она нужна американцам, Путину, Зеленскому, европейцам? Смысл в этой встрече? То самое время, когда еще раз я должен признаться в том, что я ошибся в своих ожиданиях по поводу результатов встречи в Анкоридже. А именно, я ожидал, что там будет изначальное, первоначальное подписание, потому что в таком формате обычно именно так оно и делается. Но потом мы увидели, что Трамп говорил, если встреча будет безуспешной, то есть неудачной, она будет короткой. Она действительно была короче, чем запланированные 6-7 часов. Она была 2 часа 45 минут. И я уйду, и оставлю их дальше сами разбираться. Однако, несмотря на то, что подписания не было, по крайней мере, нам никто подписания никакого не показал. Подписание, может, и было, но оно, очевидно, секретное. Либо вообще не было. То есть мы можем только гадать. Однако Трамп сам дал оценку этой встречи по десятибалльной системе 10 из 10. То есть, как можно назвать встречу неудачной, когда она, по его собственной там оценке, 10 из 10. Ничего не подписали, ничего не сделали, ничего не сказали, о чем говорили, пресс-конференции не было, было 12 минут 14 секунд выступления, из которого 70 с чем-то процентов говорил Путин, причем по заготовленным листочкам, которые были формата, опять были предварительно напечатаны. Трамп говорил, не читая, то есть он говорил то, что считает. Отказался ехать в Москву, любезно отказал, любезно, потому что, естественно, его окружение американское, его республиканское, в том числе окружение его, уж это уже совсем не поймет. Они на него напали за то, что он вообще встречается с Путиным. Они напали на него, почему он так встречается с Путиным, почему не арестовал Путина, почему ковровую дорожку, почему красная, почему он ему навстречу пошел, почему, ну, коротко говоря, прицепились абсолютно ко всему такому внешнеформальному, а сути и содержании ничего никто не сказал, потому что суть и содержание нам сохранили в тайну. А это означает, что они договорились действительно о чем-то очень важном. Я подозреваю, еще раз подозреваю, не прогнозирую и не уверен, а именно подозреваю, предполагаю, что они там договорились так. Вместо того, чтобы мы сначала Трамп с Путиным подписали, а потом притащить Зеленского подписывать, давай-ка ты лучше уломай Зеленского, потому что Зеленский, даже если он такой, ну, грубо говоря, можешь из него сделать что угодно, что рагу, что суп, что черта что, но за ним вот эта коалиция желающих, то есть обездоленных дольщиков, с которым тебе придется разбираться для того, чтобы он это подписал. Он, Зеленский, это подписал. Поэтому ты лучше договорись с ними, скажи мне, как у тебя это получилось. Если ты с ним решил вопрос, на какие условия, там условия Виткуфа 17-25, из которых примерно 60-70% остались, и главная часть там действительно осталась, то тогда как ты уже уломаешь коалицию желающих, кто-то говорит европейцы, кто-то говорит Европу. Ребята, давайте большую скобку я открою, потому что это очень важно. Это не натовцы, и это не Европа. НАТО – это 32 страны, несколько из которых не европейские, а здесь всего 6 стран. И Европейский Союз – это 27 стран, а здесь всего 6 стран. Да, это большие, это не малозначимые. Некоторые из них, ну, не такие уж и большие, потому что, ну, какая уж большая, понимаете ли, например, Финляндия, по крайней мере, по количеству населения. Какая уж большая, ну, Голландия, она это средняя страна. Там большие Великобритания, которая не европейско-союзная, кстати. Там большая Франция, безусловно, 60-миллионная. Италия тоже 60-миллионная, там тоже спора нет. А вот остальные там фигуранты, которые мы там видели, ну, какие мы видели? Урсула фон дер Ляйен, которая представляет какой-то Европейский Союз, хотя никто ее не уполномочивал, никто ее не выбирал. То есть она типа как-то свадебный генерал там. Марк Рюти, который всегда подлизывается, и который шеф НАТО, 4 раза был премьер-министром, или 5, может, конечно, я уже путаю, но достаточно много. Ротация власти там тоже не сильно наблюдалась, примерно как с Меркель.
То есть НАТО – это полная зависимость от США, а Европейский Союз – это полная монетарная зависимость от США. И политическая, и геополитическая. Потому что Европейский центральный банк, который в Франкфурте подчиняется Бреттон-Вудской системе, печатает еврики в согласованном порядке, никак им сбрендится для того, чтобы вот эта экономика европейская либо развивалась, либо не развивалась по желанию и по решению и по усмотрению властелинов, скажем так, Бреттон-Вудской системы, которая находится пока что с другого края Атлантики. То есть, если это не понять, что монетарная система предопределяет политическую, то бишь Урсула фон дер Ляйен, а военная система НАТО, Марк Рютте, тоже зависит от США, вот эти два фигуранта выбрасываем. Что остается? Остается Стуба, который, кстати, сделал ссылку на, скажем так, 40-летнее сотрудничество, вернее, ну да, сотрудничество можно это назвать, с Советским Союзом, когда практически не социалистическая страна дружила и без никаких проблем там вообще-то практически почти без виз было. Ну, коротко говоря, лучше было некуда. Макрон, ну, с Макроном там все понятно, с Мерцем тоже все понятно, тоже не маленькая страна. Ну, что такое Франция и Германия? Франция и Германия – это страны, у которых более 40% населения вообще не местное, даже с расовой точки зрения. И вот эти не местные, средний возраст 70% до 30 лет. То есть, это умирающие страны. Умирающие в демографическом смысле этого слова. Откуда им набраться солдаты, чтобы они как-то чем-то сражались? Могут, конечно, это тоже технологии есть, но сейчас не это обсуждаем. Обсуждаем то, что он их вызвал, и ни один из них не заявил субъектно. Господин президент, мы союзники. Но мы, как мы союзники с другого края Атлантики, решены разобраться с этой Украиной, решены разобраться вообще-то с этой Россией. Мы туда это самое, мы ожидаем от тебя что-то другое. Но даже если ты не поможешь, мы сами этот вопрос порешаем. Но в конце концов, Европейский Союз – это 450 миллионов населения. Эти 6 стран, давайте быстренько посчитаем. Англия не Европейский Союз, 60 с небольшим, Франция 60 с небольшим, и Италия 60 с небольшим. Это 3, грубо говоря, по 65, ну около 200 миллионов населения, плюс Германия около 80, 280. Да, это примерно по количеству населения, так если посчитать, это процентов 60, более 50 из Европейского Союза. Ну, что за экономика, что за энергетика, что за военно-промышленный комплекс, что за политическая система, что за внутренняя политическая стабильность у них есть. Что вообще-то за помойка у них все происходит. А на самом деле она только усугубляется. Поэтому ни один из них не пикнул, что они что-то самостоятельно. Они поддерживают на словах, вербально. А чтобы метрами, секундами, деньгами, бойцами, боеприпасами и всем остальным, что называется, за базар отвечай, ну, за базар никто отвечать не хочет. Уж, простите, они не по понятиям. Они там пришли, много чего там трепали, но не по понятиям. Это не по-пацански. То есть, там пацанов, ну, один пацан, а другой там, около него, вот эти его там. Это как тетки, которые пекутся за какой-то нередивый ребенок в детском садике. Они там около Зеленского, типа, как будто они его должны там поддерживать. Ну, поддержали сколько смогли. Оказывается, Так, а встреча с Зеленского и Путина будет? Я думаю, что будет, но после того, как мы увидим, как Трамп нам покажет документы, как он любит в конце каждого вот, итога какого-то процесса, там войны, подписи вот эти большие, всегда фоткаются. После Анкориджа они фоткались, они всегда, когда что-то уже действительно финализировано, и его подпись там стоит, это висит на сайте Белого дома, это висит на ютубном канале Белого дома, на сайте Белого дома, на ютубном канале Белого дома и на сети Трампа встреча в Анкоридже была так скудно отражена. На сайте Белого дома вообще не была отражена. На ютубном канале было только это не пресс-конференция, это выступление 12 минут. А на его True Social было там, ну, пару постингов. Один из них я ожидаю завтра Путина, и другой из них все было прекрасно, шикарно. Мы с Путиным обсудили, и продолжается дальше. Но шансы мира увеличиваются. Мир ближе как никогда и так далее. Вот эти такие основные. Я думаю, уже по косточкам уже это достаточно подробненько прошлись. Так что ничего там практически не было. По поводу этой встречи с семерым тоже относительно скудно. На Белом доме сайте, я имею в виду whitehouse.gov, отражено не более чем. На ютубном канале мы видим эти 24-25 минут, не более чем. Ну, встречал там протокол, эти 2 часа встречи в протоколе, который висит там, вообще это 99% пустота, то есть это только пейзажи перед Белым домом. Смотрим, ничего отдельного там не происходит. Я потерял время и все-таки все это смотрел.
И все. То есть, если нам ничего об этом не говорят, делать поспешные выводы, что вот эти два куска, 24 и 28 минут, которые была встреча с Семерами и встреча с Зеленским, ни о чем, публичная часть ни о чем, это айсберг. А вот нижняя часть айсберга, я уверен, что там как раз вот именно этот план. Что с недрами, как я буду делиться с этими недрами с вами, коалиции не желающих, а обездоленных дольщиков, потому что поэтому они пришли. Не потому, что представляют НАТО либо Европейский Союз. Они пришли за свое добро, которое значилось в этом столетнем договоре. И под итогом встречи в Анкоридже, многие это пропустили, Зеленский встречался персонально с Киром Стармером и пригрозил Трампа, что все-таки, если не получится, ну, там, то, что Трамп сейчас должен это сделать, он соберет Раду, и они ратифицируют этот столетний договор. Значит, столетний договор был заключен, но все еще не ратифицирован Радой, именно поэтому он не вступил в силу. Трамп воспользовался вот этим юридическим. Я же говорю, они очень сильно зарегистрированные люди. Это вообще-то орлы, что называется, правосудие. И до того, как это было ратифицировано, он забрал все это у себя. Я потом не могу понять, честно говоря, если Зеленский действительно это сделал, если это не блеф, то как потом и тот, и другой договор ратифицированы, и оба эти, грубо говоря, принципала придут к недрам украинским, и один скажет, слушай, ну это мое, другой скажет, ну у меня такая же бумажка, это тоже мое. Ну это уже что такое, шулерство или это как даже назвать, не знаю. Поэтому Трамп тоже не идет, он это тоже прекрасно понимает. Я уверен, что как он внимательно следит за телеграм-каналом Медведева, ему докладывают, он внимательно следит и за то, чем Зеленским сейчас где-то как-то встречается, либо говорит, либо угрожает, потому что угрожать ратификацией в Раде вот этим столетним договором, это означает, что тот договор, который мы уже с тобой заключили, и Юлия Свириденко там приезжала, и Ермак, или там кто там был, или Шмыгаль, это уже не помню, но они уже его ратифицировали. Сколько раз можно ратифицировать одно и то же? Сообщение Wall Street Journal. Зеленский на встрече с Трампом и лидерами Европы не исключил возможность обмена территориями с Россией и сказал, что будет очень сложно переселить гражданское население из домов, обойти Конституцию. Ну, сложно, как говорится, но можно. Зеленский заявил, что может рассмотреть этот обмен в пропорциональном некоем соотношении. В ходе разговора президент Финляндии Ступ сравнил украинские города Краматорск и Славянск в Донецкой области, цитирую, с оплотом против гуннов. И, как сообщает, если верить тому сообщению, Трамп был очень впечатлен этим сравнением. Что на что поменяют, Пламен? Я дерзну опять предположить, не более чем. Совсем недавно, перед встречей в Анкоридже, Нью-Йорк Таймс публиковали 4 вида карты. На первом из них это было, естественно, самое ожидаемое и даже почти самое то, что за это топят даже из этой коалиции желающих, которые неправильно называют Европейским Союзом, это по линии соприкосновения. Правда, такой линии, как линии, вообще нет. Там есть определенные очаги противостояния, и назвать это линией, эту килл-зону от 7,5 до 25 километров, это условность, которая тоже головную боль наберется. Но, тем не менее, с высоты не птичьего полета, а, скажем так, с сателлитов Гугла, можно более-менее как-то это принять. Второй вариант, это был третий вариант. Третий вариант это был, чтобы все эти 4 области в административных границах перешли к России, без того, чтобы Россия их отвоевала. Второй вариант это был, по-моему, Донецкая и Луганская область полностью, а Запорожская и Херсонская по линии соприкосновений. И четвертый вариант, он был достаточно странный, на самом деле он самый невероятный. Это были Донецкая и Луганская область и даже Запорожская область полностью в административных границах. Зато Херсонская область полностью под контролем Украины, то есть доступ к Крыму, коридор к Крыму сухопутный исчезает напрочь, и, соответственно, дальше больше как-то вообще никак. Между этими 4 вариантами, естественно, возможно 500 нюансов серого, что называется, аналогия с этим фильмом, там кто-то как может это догадаться, либо не надо догадываться, не суть. Мое мнение, что Донецкая и Луганская область в полном
административных там границах. Это будет некоторый компромисс со стороны Украины, за который они получат Харьковскую и Сумскую область, то, что отвоевано сейчас с Россией. А Запорожская и Херсонская области это будут по линии сейчас ныне соприкосновения. Если говорить о территориях. Но территория здесь не самое главное. Здесь имеет очень большое значение, как будет движение по Днепру, чья будет Кимбурская коса, чей и будет Очаков, и как будет хулиганить Очаков, где вроде бы и нет британская военно-морская база, а вроде бы только оттуда и запускаются все британские военно-морские дроны, которые практически не то что уничтожили, а запихнули весь российский Черноморский флот в бухту Севастополя. То есть это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Чья будет Запорожская атомная электростанция? Если будет вот такое разграничение, это означает, что это, наверное, будущее межгосударственные границы. На какой период это неизвестно, но Запорожская атомная электростанция заточена на то, чтобы она подавала электричество вот этим всем областям. Если там будет государственная граница, на кого и как она будет работать? Все инфраструктурные, скажем так, инженерные работы проделаны, провода протянуты именно так, чтобы эта самая большая на территории европейского континента атомная электростанция с 6 энергоблоками работала так, на эти территории. Не на Курскую область, не на Брянскую область, ну так. И если там будет граница, вот эта электроэнергия, если она будет производиться, почему американцы говорят, это мы уже должны этим заниматься. Это будет на территории Украины, они настаивают на это. Но контроль за станцией будет полностью нашим, и этим нашим контролем мы обещаем и обеспечиваем там России, что будут энергетически кормиться и Крым этой энергостанции, и вот эти новые районы России будут кормиться этой станцией с территории Украины, ну, под нашим американским контролем. То есть замес такой, Гордиевый узел, дров, там не один бигфордовский шнур прямо закладывается на будущее время. Какой из них потом будут поджигать, это веселая история. Поэтому, каков бы ни был вопрос территориями, знаете, это сейчас имеет значение. Как они это расчертают, как они разберутся с Китаем, либо Китай разберется с ними, потому что не факт, как это пройдет, но если они разберутся, потом AUKUS, я имею в виду, если разберутся с Китаем, они за этим вернутся. И об этих границах очень быстро все забудут. И эти границы окажутся не более прочные, чем те границы Донецких и Луганских народных республик, которые были 8 лет. Они на 8 лет там удержались примерно вот эти границы, но потом оказывается, что мы сейчас видим совершенно другие границы. И так до 34-35 годов как минимум. Поэтому если кто-то ждет какую-то развязку, разрядку, умиротворение, люди называют это прочным миром, мирным процессом, мирное соглашение, это будет в лучшем случае подписано перемирие. Причем перемирие будет последним этапом после, еще раз, 4 пункта. Прекращение огня, прекращение военного положения в Украине – это обязательство Зеленского, назначение и проведение выборов, новая Рада, новый президент подписывают, ратифицируют. И тогда вот новая Рада и новый президент, а не эти, даже не Стефанчук сейчас, подпишут вот это мирное, вернее, перемирие. Это не будет мирное, это будет перемирие. Мир никто подписывать не будет до 1935 года, 1934-1935 годов. Никто не будет подписывать. Бюджеты на военную помощь, конечно, с кавычками, для Украины выделены у всех этих фигурантов, которые мы видим, в том числе и в Америке, и в Великобритании, до 1934 года. Кто-то эти бюджеты не будет выполнять. Есть только такой очень важный момент. А что останется до этого 1934 года? Сегодня у нас 19 число, мы с вами беседуем, да, и нанесены удары очень болезненные. Значит, по НПЗ бьет Украина российским. Там даже показали, что попали в Запорожской, по-моему, области в поезд с цистернами с горючим. И там вот радуются все, оборвали, в общем, остановили железнодорожное сообщение на неподконтрольной части Запорожской области. В районе Токмака? Вы понимаете, в чем дело? То есть люди... Там железная дорога, там инфраструктура. Это, понимаете, в чем дело? Нам же, как же украинцам представляют, что там развалины, разрушено, все, ничего нет, россияне ничего не делают там, на российской части, да, вот этой, которую они забрали у Украины. А тут целая железная дорога, и все радуются, что остановились поезда. Но это с одной стороны. А с другой стороны,
какой-то абсолютно нелепый, с точки зрения здравого смысла, но может есть подтекст, шаг Украины по подрыву дружбы. Дружбу взорвали, нефтепровод. Венгры вчера целый день бодались на уровне министров иностранных дел с, ну, там, Сиярта и Сибига. Говорит, вы взорвали, подрываете безопасность венгерскую. Сибига говорит, иди в Москву пожалуйся. А вечером появляется, ну, Сиярта ему ответил по фактам, дипломатично, четко. Ну, вечером появляется командующий силами беспилотных систем, говорит, это мы вот беспилотниками все уничтожили дружбу. И ровно же этой ночью пошли шахеды, ракеты, герани, дроны. 80% из того, что было, хотя били неоднократно, вот Кременчуцкий НПЗ, его нет, ну так, по крайней мере, сообщают. И удар под Лубнами по ГТС, ну, распределительная станция газовая. Характер непонятен, неизвестен. Ну, видно было, что в Кременчуге там все пылало, там полностью затянута апокалиптическая картина, как из преисподней. Я поэтому задаю такой вопрос. Смотрите, если мы вступаем в фазу энергетической войны, то кому от этого станет легче? Ну, понятно, да, там будет дефицит какой-то, может, перебои с топливом у россиян, или цены взлетят, или что-то еще. Ну, какое-то кратковременное. Так а Украина рискует остаться без газа, с рассорившейся там с ними Венгрией, которая качает нефтепродукты и там, ну, в общем, заправляют тоже свои автомобили. А Венгрия это же как вроде как Европа тоже. В общем, какая-то очень интересная диспозиция ввиду этого. Поэтому, знаете, когда вы говорите про 1934 год, мол, тогда все закончится раньше. Все может закончиться раньше, с первой зимой, вот этой ближайшей, которая будет. Холодной и голодной. Помните, как Наполеон же там замерз зимой? Вот и маленький Наполеон Зеленский может замерзнуть. Все еще ищут золото армии Наполеона, которое растеклось там, потому что тяжело. Слушайте, то, что вы сказали, я специально, ну, грубо говоря, не хотел я это говорить, потому что думал, что не будем о военных, скажем так, активности и этих самых. Но раз вы спрашиваете, мое мнение, что, во-первых, я как-то припоминал, что было какое-то взаимное обязательство не бить по энергетику, по НПЗ. Очевидно, вот это взаимное обязательство уже улетучилось и практически можно умножать на ноль. А раз так, то у кого есть больше возможностей действительно нанести другой стороне тяжелейшего, можно сказать, неприемлемого ущерба по сравнению с другой? Если удар по российским НПЗ это больно и будет синяк, и, наверное, это самое, ссадина, то эти шахеды, эти гераны, которые увеличиваются не только количественно, но и качественно, и по дальности, они могут за момент, пока мы увидим вот эту подпись, большую подпись Трампа под этим взаимным, как он собирал там Пашиняна и Алиева, до этого момента, пока будет именно вот эта трилатералка, потому что ему понравилось, как быстро оперативно он с ними разрулил 35-летний военный конфликт. И он сейчас хочет, чтобы и оба Владимира с обеих его сторон также улыбнулись, руку пожали на фоне вот этих трех одинаковых там подписей, одинаковых там документов, чтобы у него это произошло, и чтобы это произошло до того, как 10 сентября наступило, потому что ему нужно баллотироваться к 10 октябрю. Ну, там Нобелевская премия мира, помимо всех остальных других Нобелевских премий. Но цена будет действительно очень суровой, потому что нефтепровод «Дружба», кстати, вы сказали, что он идет в сторону Венгрии. Это правда. Правда в том, что он шел и в сторону Болгарии. Я это прекрасно помню со времен социалистической моей Болгарии, когда мы бурно и радостно, бравурно, причем искренне и лично, а не просто так с пропагандной точки зрения, радовались на то, что советские товарищи протащили, и к нам уже едет не только нефть, но и газопровод. Там он в сторону Венгрии, по-моему, он, не знаю, может только нефтепровод, но в сторону Болгарии он шел и в качестве газопровода. И нефти, и газопровод.
Да, сейчас времен войны он практически перестал функционировать, в нашу сторону он перестал функционировать. Но если кто-то на территории Украины, либо на территории бывшей Украины лупит по этим трубам и инфраструктурам, лупить ты можешь. А о последствиях подумал? Нет. А у тебя есть защита, у тебя есть ПВО. Кто и как отражал, скажем так, последние 10-15 дней волн этих гераний, которые, и других дронов и ракет, которые, ну, практически почти никого. Они отчитывались о каких-то сбитых, которые на самом деле не было, потому что кадры потом указывали на то, что, ну, 80 плюс процента они достигли своих целей, то есть ПВО там нет. Почему нет ПВО? А потому что доставки ракет и ПВО нет. А кто должен их доставить? Ага, Америка должна. Америка сейчас что сказала? Будем вам... Нет, мы будем продавать Европе, а Европа будет ли вам давать, либо продавать, это пусть решают вот эти здесь коалиции очень сильно желающих и очень сильно решительных. А они что-то там непонятно, что они будут делать. Поэтому ближайшие 3-4 недели, которые, наверное, будут для выполнения вот этого процесса, до трилатеральной встречи, когда будет подписание, но до этого будет прекращение огня. Вот эти европейцы должны получить свое, то, с чем мы начали наш разговор, не буду сейчас это повторять, да и в прошлый раз мы это тоже обсуждали. До этого момента, эти пару-тройку недель, но если кто-то хочет получить генну огненную на территории многострадальной Украины и ад на земле, то только что расписался в том, чтобы эту генну огненную действительно нужно увеличить тумблер громкости волуме на мах, что называется, и мы все это действие получим, мы все эти последствия получим. А где будет Сибига, где будет Зеленский, где будут вот эти, которые сейчас это вызвали? Они будут там, где падают герани, где там это взрывается? Ну, почему? Они Они будут планируют, что они будут на постах на своих. Никто же выборы не собирается проводить, насколько понятно стало. Шутки шутками, смех смехом в овальном кабинете, подлизывания подлизываниями. Ну так не будет никаких выборов. О чем вы? Они будут все, они считают, что они будут на своих местах. Они, может, так и думают. Хотя я думаю, что таких глупых людей там нет. Они могут быть мерзавцы, негодяи, лицемеры и всякие другие нехорошие люди, но на территории Украины таких дебилизированных, таких идиотов, таких малообразованных, таких тяжело ментально поврежденных людей, если есть, они в конкретных заведениях, либо они не допущены к таким органам власти, просто потому, что для того, чтобы добраться до таких должностей, все-таки нужна некоторая смекалка и некоторая соображалка, помимо всего остального. Так что я не думаю, что бы они ни говорили и не извергали, они будут там. Сербы, когда их бомбили в Белграде, они выходили по мостам и ждали. Сербы это делали. Я почему-то не припоминаю, чтобы ни Зеленский, ни слуги народа, где и как будут били герани, они выходили на улицы Киева и поговорили там, смотрите, мы здесь с вами, здесь героический украинский народ, пусть нас бомбят, нам не страшно. Сербы это делали. А вот эти лицемеры, по-моему, не были замечены в подобном патриотическом действии. Самое время сейчас опровергнуть мои слова, выйти и действительно ждать вот эти герани, действительно грудью своей такой волосатой попытаться это остановить. Но Павлик Морозов нет. Что там такое-то? Самое мало, что называется. Но вряд ли, однако, вряд ли. Они люди, батальон Монако. Они хоть и территориально не в батальоне Монако, но ментально, духом, вообще-то в грезах, во снах своих и по возможности даже на выходных своих, они именно в батальоне Монако. На крайняк Кипр. Но если не Кипр, то что-нибудь другое, подобное, вот такое. А вы говорите, они это самое. Ну да, они на постах, на должностях своих. Они решили, где им сидеть и где им быть. И там, где они, там и должность их. Ну, ребята специфические. Ребята специфические, ну, заметьте, если внимательно посмотрите на выключенный звук и на не включенные субтитры, поведение Зеленского на встрече с Трампом, ну, были там 60% моментов, когда он очень хорошо себя владел, включал свое актерское мастерство, свои эти опытности, которые ему действительно таланты не отнять, я не иронизирую, но были моменты истины, которые сильно были похожи на гримасы Джорджи Мелони, она же Георгия Арбузовна, потому что Мелони – это арбуз, и Джорджи – это Георгия. Ну, вот так. У нее, когда она что-то говорит, она соблюдает некоторый фейс. Сразу, как предстает что-то говорить, несколько быстро
тиков по лице проходит, и когда кто-то другой говорит, ее лицо тоже начинает действовать и отражать, что она об этом думает. С Зеленским это тоже, естественно, уже наблюдается. И совершенно очевидно, что настоящее его восприятие того, что его ждет, и то, что он должен подписать и соглашаться, это не входит из разряда, который доставляет счастье, удовольствие, либо спокойствие ему. Это как раз из разряда обратного. Ему придется сделать то, что ему, мягко говоря, сильно не хочется. И не только ему. И главная проблема, как потом выжить. Не сохранить кое-что, выжить. А те, которые около него, которые мы сейчас с вами обсуждаем, Сибига, если Сибига позволил себе такое поведение и отношение с Ярту, именно так, как вы это описали, я знаю, что это произошло, но не следил за вот этими нюансами. Иди, обращайся к Москве, это я пропустил. Спасибо вам, что вы мне это рассказали. Но, коли так, Сибига тоже записал себя в списках тех, которые в следующей Раде не попадут. А может, не только в Раде не попадут, может, попадут в другом месте. Смотрим опять несколько последних эпизодов «Слуга народа». Там он уже это сыграл, куда они попадают, на случай, если что. Это Ну, он кстати, сам сыграл. по поводу «Слуги народа» многие проводили параллели с этой картой, когда Трамп стоял и смотрел, и с фрагментом из фильма, да, тоже там стояли и смотрели на карту. Знаменательный был, знаменательный. Хорошая параллель, однако, Пламен, это ведь на самом деле, если так вот, ну, быть, вот прямо говорить, без вот этих всех, мы-то как с вами, мы анализируем, а сейчас, это я просто еще вас не погружал в эту тему гарантии безопасности, что кто кому может гарантировать, понимаете? Типа 5-я статья, но не 5-я статья, вот это все. Были такие цитаты, были. И Путин не против, чтобы дали гарантию Украины, представляете? А Рубио там говорит, не только НАТО и Европа, не только США, мол, кто-то еще будет гарантировать. Это вообще, это очень интересно. Но ведь по сути, Украина проиграла войну. Украина проиграла войну. Есть у вас ответ на вопрос, почему? Музыка кончилась, а они все еще пляшут, называется. Ответ почему, когда началось это действие 24 февраля 2022 года, которое я очень сильно не одобрял, особенно как это было сделано и к чему это привело, особенно в последние пару-тройку кварталов, что навело многих людей на ошибочное впечатление, что я топлю за какую-то из сторон, я топлю за Советский Союз, а это части одного. То есть Киевский военный округ сражается с Московским военным округом за некоторое наследие Киевской Руси и Советского Союза. Это гражданская война, потому что развал Советского Союза незаконен. Но почему Украина проиграла? Она проиграла просто потому, что она сделала ставку на Запад. Она не потеряла бы такое огромное количество убийных людей, такое пятижды большее количество искалеченных и раненых людей, такое количество уничтоженных городов, деревень, весен, сел, хуторов, такое количество уничтоженных предприятий и всего остального, если она не выбрала линию своего политического поведения, raison d'être политического, то есть смысл существования политического, в качестве проекта «Антироссия». На самом деле, для меня это не просто дежавю, мне даже и очки не нужны, потому что у нас на Балканах абсолютно те же самые вещи происходят, причем в том числе и с моей родной Болгарией. У нас есть своя Украина под названием Македония, которая не просто была частью Болгарии, но ровно так же там была столица средневековой Болгарии, Охрид. Там, кстати, Климент Охридский творил именно эту письменность, на которой мы с вами сейчас пишем, он из 5 учеников Кирилла и Мефодия. И вот эта Македония принимала самое, что ни на есть, героическое многострадальное участие в борьбе против Османской империи за освобождение и за восстановление Болгарии. И после восстановления Болгарии, благодаря царя-императора Александра II, царя-освободителя, Македония она входила по планам Александра II в болгарском новом государстве, но 6 месяцев спустя на Берлинском конгрессе вот те же самые фигуранты и коалиции желающих тогда сказали, не, Болгария должна быть 3 раза меньше, и все это осталось на территории Османской империи. И эта Османская империя, которую в случае с Украиной можно понимать как Австро-Венгерская империя,
устроили там не просто резню, но и определенную переподготовку населения. Все, которые считали себя там то ли болгарами, то ли всякое. Ну, коротко говоря, свирепо это было. В результате вот этой столетней потери присутствие и наличие болгарской государственности, болгарского влияния там, в результате этих мировых войн 20 века, они накачали население Македонии обязательной болгарофобией. То есть ненависть, даже это не фобия, это ненависть. Вы сейчас, наверное, удивитесь, но если распространен мем на территории Украины, что русские это не русские, какие-то монголо-татары, это вообще-то орда, это вообще-то дикари, спросишь у феромца, то бишь македонца, по поводу болгар, он скажет, эти дикие бугары, это татары, это не славяне. Хотя выглядят они как мы, и все одно и то же. У каждого македонца есть одна беда, как и у каждого сведомого, что он, естественно, македонец, он прямо из левого тестикула Александра Македонского, и никакого не болгарин, только бабушка и дедушка его, и болгарии, крещены в болгарской церкви, и их свидетельство о том, что они являются болгарами, все еще живут и наличествуют где угодно. У каждого сведомого практически те же самые проблемы, в том числе и самой Западной Украины. То есть не буду делать эти параллели, но суть, смысл существования современной Македонии – это быть антиболгарией. У нас пока что до этого красного, до этого военного, до этого кровопролитного не дошло. Но я помню, что нынешняя, сегодняшняя Македония находится на уровне Украины 2004 по 2008 года, когда тоже уже извергалась определенная информационная, дезинформационная, любая другая русофобия и русоненависть, но она до красного все еще не доходила. Еще не был 2014 год Майдан. Поэтому, если убрать как raison d'être, то есть как причина существования, как основание для существования у Македонии момент антиболгарии, то смысл существования Македонии как отдельное государство физически не существует, потому что 40% населения нынешней Болгарии – это выходцы, либо беженцы из этих османских резней, и они все еще в любом болгарском городе, есть огромное количество жилых районов, где все улицы названы топонимами именно этой Македонии, потому что эти беженцы называли их именами родными своими. А за Уралом более 40% населения – это выходцы из той же самой Украины. То есть аналогий здесь много. Если Украина уберет у себя вот именно этот момент, что она должна быть антироссией, и она должна быть антироссией не просто на вербальном, на каком-то таком идеологическом уровне, но до уровня принимать у себя в качестве руководителей и в качестве владельцев вот этих западенцев, которые тоже хотят только смерти России, можно сказать, политически, то есть объединяться смертными врагами России против России, если этого не было бы, Украина 52 миллиона, самая зажиточная, самая образованная, самая технологическая, самая индустриальная мощь, самая энергетическая часть Советского Союза, Украинская Советская Социалистическая Республика, которая и тогда была самой большой европейской, по территории, а по количеству вооружений это было первое вооруженные силы. Потом они распилили, уничтожили свое по приказу тех же самых друзей с кавычками западенцев, которые приказали уничтожить украинское вооружение и украинский военно-промышленный комплекс. Это они приказывали президентам и министром-председателем Украины уничтожить свой военный потенциал. После того, как это было сделано, приказали уничтожить свой промышленный индустриальный потенциал. И как уничтожают предприятия, народ, которому негде работать, потому что если у тебя квалификация токарь, слесарь, пекарь, аптекарь и другие инженеры и так далее и тому подобное, где тебе работать, когда предприятия твое нет? И народ начинает выходить куда-то, где-то как-то. Из 52 миллионов где-то к 2014 году было меньше 40 однозначно, а к 24 февраля 2022 года было глубоко меньше 30, тоже однозначно. Это какой Мамай там воевал для того, чтобы такое достичь? Это какой Гитлер сейчас? Гуны, да. Успешные ребята гуны. Гуны в Раде, гуны на Банковой, гуны на Крещатике. Не обратили внимания на гуноподобность поведения вот этих там молодчиков и бойцов, которые именно как гуны вели себя? Если не обижаем гунов, конечно, потому что венгры считают себя наследниками гунов, поэтому это немножко другое. Пламен, вы так вот пару раз упомянули и коснулись этого. Давайте, чтобы точку поставить в разговоре.
34 года назад путч провалился. Танки были в Москве, ГКЧП пытались повлиять на происходящее, но у них не получилось ничего. Вспоминайте события. Почему не получилось? Потому что к этому моменту уже проказа, которая советская КГБ начала работать уже на эти внешние властелины, собственники и старшие братья, была настолько глубоко, что эти последние рубежи попытки восстановить какой-то конституционный законопорядок, восстановить какие-то органы власти и очиститься от некоторых главных функциональных предателей было уже, силой были физически уже недостаточны. Здесь вопрос начался на самом деле не 34 года назад, он начался сразу после 1985 года, потому что уже к 1987 году, я понимаю, что, может быть, 60-70% из нашей с вами аудитории тогда либо была не рождена, либо была, ну, скажем так, в несознательном возрасте, а, скорее всего, были просто в блесках глазах родителей своих в будущем времени. Поэтому некоторые вещи надо объяснить. Советский Союз пал не потому, что экономика была неэффективная, потому что плановая экономика была плохая, потому что технологии были отсталые, потому что народ был дураковатый, потому что народ был дикий, потому что того не могли делать, другое не могли делать, и потому что типа тостеры даже не могли делать. Все это вранье. Все делали, потому что люди, которые делали космические корабли, которые делали каждый пятый самолет, гражданский самолет в мире, каждый пятый гражданский самолет в мире был произведен в Советском Союзе. Если кто-то скажет, что они тостеры не могли делать, либо автомашины, это, скажем так, не очень умно, это самое мягко выражаясь. Были ли грехи? Были. Они имели как персонально-человеческий фактор характера, как и некоторые другие там изъяны, которые есть у каждого государства, у каждого руководства. Просто роковым образом тогда все получилось так, что к власти в 1985 год они привезли внешние факторы, британские в первую очередь факторы, привезли именно этого кадра под названием Михаила Сергеевича Горбачева. Я лично его видел в российском телевидении, когда я был неполных 20 лет, в Москве проживал, и не только в Москве, как он говорил прямиком на центральные российские каналы, что его главная цель была разрушить Советский Союз. Его задача, даже не цель, его задача была разрушить Советский Союз. Ну, потом, правда, продолжал. Я надеялся, что Запад за это примет нас, русских, у себя, и мы заживем счастливо и прекрасно все вместе. Ну, хотелки какие-то, глупости. Конечно, но он признавался в этом публично. Я его не придумывал сейчас, не клевещу на него. И когда он пришел, поскольку производственные мощности работали, что получилось для того, чтобы накачать настроение у людей так, чтобы они захотели уже жить в чем-то другом, в каком-то другом мире? Во-первых, стали создавать тогда, второй половине 80-х годов, искусственные дефициты, при которых склады были полны, а полки в магазинах были пустые, либо полупустые. Склады были полны, потому что предприятия работали. А полки тогда стали опустошаться. У нас в Болгарии даже тоже под этой внешней, скажем так, дудкой заставили продавать электроэнергию Турции так много, что у нас после 1987 года на некоторое время, пару лет, был режим электричества. 2 часа есть электричество, 2 часа нет. Дискотека Болгарии, что называется. То есть специально сделали при этих больших производственных мощностях, чтобы это туда было. Это, естественно, создавало настроение. Я тогда был студентом. В России что сделали? Из 6 больших табачных фабрик, 6 больших табачных фабрик производят курево для огромного количества населения. Все прекрасно понимают, как чувствуют себя курильщики, если табака вообще нет. 4 одновременно на плановой. Плановой означает центральное решение. Это было. Остановили для того, чтобы вызвать искусственный дефицит табака. Что происходит с настроением человека, у которого и дефицит табака, который он пока что не понимает, что он искусственный. Но у него поднимаются, естественно, определенные настроения. Плюс дефициты, которые были искусственно вызваны, плюс работа КГБ, которая потихоньку стала очищать именно тех людей, и которые должны были
Тогда очень многие люди тоже падали из больших этажей. Очень многие функционеры, которые были настоящими государственниками, настоящими советскими людьми, потом все это вскрылось. В эпохе интернета даже некоторые документы сканированные, дигитализованные можно найти. И эта история была не такой мирной, как это выглядело. И к моменту того путча, о котором вы спрашиваете, сил у тех, которые хотели удержать государство, сохранить конституционный строй, были уже меньше, и особенно военные силы у них было меньше. Самое главное, что военные силы было у них меньше. Никто из этих, которые попытались сохранить и отвоевать вот этот конституционный строй единства государства, не предполагал, что советское оружие будет стрелять против советских институтов и что будут палить из танков по этому зданию, где они там были. Никто не предполагал, что советское оружие поднимется в Москве, в центре, в столице против советских институтов. Никто это даже не предполагал. Другие настроения, другая порода, другие люди, они все еще верили в государство и считали, что кто-то там поединично где-то ошибается. Может быть, из крупных должностных лиц, но просто это ошибка, а это не целенаправленное организованное действие по разрушению государства на косточках и дальнейшей вообще-то колонизации с уничтожением технологического конкурента, с сокращением населения. 5 пунктов выполняет любая неоколонизация. Первое – это дерационализация. Средства массовой рекламы, агитации, дезинформации. Тогда уже огонек и все остальное работало на то, чтобы раскачивать и разжигать вот недовольство от этого режима. То есть политическую нестабильность они производили. Второе – после дерационализации. Непонимание окружающего мира и замещение настоящих образов фальшивых, которые тебя накачивают, это деиндустриализация, уничтожение технологического потенциала. 72 промышленные предприятия времен Путина только были уничтожены. На Украине вы сами можете там проверить, я уверен, там Азаров может подсказать, сколько там было уничтожено. Уничтожался предприятия не потому, что они плохо работали, не потому, что они изношены, не потому, что продукция некачественная, не потому, что продукция не востребована, потому что поменяли правила и условия, как эта продукция будет, во-первых, кредитоваться, как будут выплачиваться зарплаты. Они взялись за банки, они не взяли за предприятия. Через банков они уничтожили возможность предприятия работать, потому что 96-й год, я могу вам сказать то, что, наверное, многие из людей моего возраста, многострадального Советского Союза из территории Украины и России подтвердят, что у вас было раньше, чем у нас, а было у нас что? Из 32 лева за доллар, 96-й уже год, это еще не... стало 3,5 тысячи за 4 месяца. То есть зарплаты у людей были от 3,75 до 11 баксов в месяц. Естественно, тогда народ полностью одичал, все бросили заниматься тем, чем они занимались, потому что нечем было вообще продуктов питания вообще-то закупать, и, соответственно, петрушку бабули на овощном рынке продавали за центой. Петрушку, вот так, горстку петрушек. Я, насколько понимаю, примерно абсолютно такие же сценарии были у вас, потому что это сделали банки. Банки сделали что? Банки сделали, знаете, какой был годовой процент для промышленных предприятий, вообще для компаний, для предприятий? 300 с чем-то процентов. Это полный запрет не только на производство, это полный запрет и на услуги, и на торговлю. То есть есть 3 вида экономической деятельности. Производство, услуги и торговля. Производство самое главное, потому что без ничего произведенного нет ни услуги, ни торговли. А производство самое требовательное к самым низким процентам для того, чтобы можно было произвести особенно эти сложные производства, которые были разбросаны не только по всему Советскому Союзу, а элементы, комплектующие для всех этих больших сложных изделий, даже если хотите там автобусов, либо там БелАЗов и так далее, производились на всей территории Совета экономической взаимопомощи. То есть, когда разрывались вот эти нитки, связи, то неоткуда взять вот эти комплектующие. И этот процесс шел абсолютно планомерно, абсолютно централизованно, абсолютно целенаправленно, и ничего случайного в этом нет. Но этот процесс, естественно, приводит к тому, что люди перестают думать. И, кстати, тогда информационные средства были бумажные, радио и телевидение. То есть, даже если ты хочешь получить, как сейчас мы, каждый, у которого есть мобильный телефон, он есть оператор, он может ролик записать, он звук может, он может это распространять, тогда у нас было только эти фильтрованные. А эти фильтрованные нас накачивали, что у нас верхушка, у нас государство плохое, частная инициатива хорошая, и вот этот Запад нас поддержит, и Запад нас вообще-то будет любить, уважать, и будет ставить рядом с ними, и все будет прекрасно и шикарно. Они нас не сидят, они нам уже не враги, это мы сами враги сами себе, и самые большие враги – это те, которые у нас по верхам.
И тогда народ действительно захотел разрушить своими руками не только Советский Союз, но и Восточная Европа были практически абсолютно одни и те же процессы. Одна и та же система зачистки всех, скажем так, идейных коммунистов, идейных руководителей предприятий и так далее, хозяйственников и так далее. Все качественных убирали. Я вам такой пример скажу. Я уверен, что огромная часть из нашей аудитории поймет, как это было и на Украине, и тогда народ поймет, почему вот это направление, этот резон d'être анти-России, это внешний, это губительный, уничтожительный для России. У нас в моем родном городе была консервная фабрика, предприятие, которое обеспечивало, скажем так, возможности заработка 26 деревень района, которые есть, потому что они передавали свою овощную продукцию здесь. Эта фабрика производила огромное количество огурцов, лечи, там лютеницы, которые были там и в Советском Союзе, наши там помидоры. Коротко говоря, это распространялось не только в Болгарии, не только по всему Советскому Союзу, везде. В начале 90-х годов друг моего близкого знакомого приватизировал вот это предприятие, но он был из старой социалистической закалки, взял кредит, поменял поточные линии, повысил заработные платы персонала, увеличил производственную мощность, то есть модернизировал вот это предприятие и стало оно работать еще лучше, чем раньше. К нему через 3 месяца пришли из правительства нового, этого демократического Болгарии, и сказали, у тебя 6 месяцев на то, чтобы ты обанкротил это предприятие. Это задание. Он сказал, как я это буду банкротить? У меня внешние, скажем так, заказчики, кстати, из Украины тоже были клиенты, из России тогда были клиенты, из Турции, из Греции, из соседних стран тоже были уже подписанные договора, готовые, предоплачены. Как я буду губить и гробить это предприятие, когда у меня предприятие развивается, у меня кредиты, которые нужно обслуживать, у меня все нормально. Зачем? Они сказали, не обанкротишь ты, другой обанкротит. И ушли. Вот такие с папочками. Естественно, в рамках 6 месяцев он на это не согласился. Естественно, его потом политическими средствами поменяли. Естественно, потом все это не просто было обанкрочено. Там уже пустое поле, и там уже Билла, Кауфланд и другие торговые точки, западенские торговые точки. Там уже пустое место, паркинг и все уничтожено. То есть деиндустриализация, которая приводит к тому, что не просто какая-то консервная фабрика умирает, а умирает возможность заработка 26 деревень всего района. И деревни, которые были по 3,5 тысяч населения, стали 500-700. Деревни, которые были по 1000 населения, стали по 50, по 60. Потому что если раньше они могли все это зарабатывать у себя, у нас дворы большие, 1,5-2,5 тысяч квадратных метров, и таким образом зарабатывали себе от 2 до 3 годовых окладов только со своего двора своим трудом. Вот эту продукцию они на овощном рынке в частном порядке не могут это продать, потому что ты не можешь совместить производителей и торговца в одном пакете. Бабуля, которая 70 лет сегодня собрала 15 килограммов хороших помидоров, вынесла на рынок и продала 6 или 7. Что делать ей с остальными? Кто будет заниматься огородом за это время? И так далее и тому подобное. То есть они обустроили вот эту деиндустриализацию, начиная с банковскими средствами. У вас тоже банковские проценты были дичайшими в 90-е годы. Причем это тоже не было, ну, скажем так, рыночная экономика, невидимая рука рынка. Это был целенаправленный процесс. И таким образом все большие индустриальные предприятия, которые не нужно, чтобы они работали, они были уничтожены либо сокращены. А все вкусные, хорошие, интересные, например, фармацевтические, энергетические, либо другие, перешли в другие правильные руки, которые изначально для вас звучали как украинские олигархи, а эти олигархи все были закредитованы и заложены имуществом в правильных офшорных зонах под британской и американской юрисдикцией, поэтому они всегда будут являться британскими, американскими колониальными агентами для управления не только экономическими, но и политическими процессами в мандатной территории или протекторате, либо колонии. А мы вот это смотрим на Мерца, Макрона, Мелани, Рютте. Да, обсуждаем. В кабинете. Кстати, у них сейчас то же самое происходит. Потому что 90-е годы разобрались с Восточной Европой, а сейчас происходит в более кратчайшей и без обезболивающих, без посладителей деиндустриализация Западной Европы в первой части Германии. У них сейчас то же самое происходит. Они сейчас нахлебают тем же самым. Так что называется, бумеранг бросили, бумеранг получите, распишитесь и не нойте. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам огромное. Всех благ всем. И, братья, сестры, товарищи, дамы, господа,
господа офицеры и даже все не пьющие. Выключить, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Будьте с нами, продолжение следует. До встречи. Друзья, берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.